Друзья, всем привет! Наконец-то настал тот момент, когда я на примере орхидей, двух слоноподобных орхидей, могу ответить на вопрос, который очень часто задают в комментариях зрители нашего канала. Всегда ли клонированная орхидея гарантирует повтор цветения той орхидеи, от которой ее отклонировали? Это задают вопросы, друзья, те, кто надеется купить клонированные орхидеи легато, которые якобы один из тайваньских садовников пообещал клонировать через 2-3 года и насытить рынок вожделенными самыми вожделенными на сегодняшний день орхидеями легато. Хотя подобные заявления и я, и другие любители орхидей легато уже слышали не 1 год назад и не 2, а, наверное, года 3 назад. Еще европейские садовники об этом обещали. И в итоге появилась орхидея, называется Смокки как-то там. Она похоже, очень похоже на легато, но далеко не легато. Итак, прежде чем перейти к обзору сегодняшнего 3 орхидей, точнее 4, вот это 4-я орхидея, но это еще не цветущие. 3 орхидеи передо мной стоят, они как раз таки подпадают в тему очарование, цветение орхидей, которые очаровали с наступлением, первые орхидеи, которые очаровали своим цветением, первым цветением, первые в этом году. И очередное разочарование, первое разочарование этого года. Вот такой сегодня еще тема этого видео. Итак, друзья, хочу напомнить, что прежде чем перейти к орхидеям, я хочу напомнить, что год и 8 месяцев назад на нашем канале появилось две слоноподобных орхидеи, из которых в одной из азиатских теплиц клонировали другие орхидеи. Одна из них это вот такая вот мощное материнское растение Ice Cream, друзья, да, это орхидея Ice Cream пилорик, ну точнее бабочка, такая огромная орхидея материнская, посмотрите. Она и в первом своем цветении в прошлом году цвела вот огромным цветоносом. И вот здесь вот свисала большими такими цветочками нежно-желто-фисташковыми и снежной такой, знаете, легкой, такой, знаете, розовой крапушкой, нежной такой, где-то глубоко розово-морковной крапушкой с защипами на боковых, значит, лепестках. И вот две этих орхидеи в мае 2021 года мы распаковали, одинаково пересадили, и вот одна орхидея у нас мощно разрослась, прям все такая вот она, Ice Cream, цветет уже 2-й раз. А вот вторая орхидея, друзья, через буквально пару месяцев начала желтеть листья. В рост она никуда не пошла. Мы ее быстренько достали с вами, распотрошили, ее обмазали всеми сопутствующими средствами и поместили ее в точно такой же грунт, продублировали, но достали ее из закрытой системы, вот этой, в которой она изначально была посажена, вот такой вот, и точно так же ее пересадили вот в такую полузакрытую систему. И тогда у нее корней не было, и она активно начала наращивать корни. Но при этом она растила корни, но ни на сантиметр не продвинулась в листьях. И когда мы ее с вами распаковывали, у нее было механическое повреждение вот этого листика. Мы подумали, что ну, где-то продавец зацепил и что-то там сломалось. Оказалось со временем, что оказывается, по всей вероятности, эта орхидея падала. У нее верхний лист этот был сломан. И, в общем, получилось, что, по всей вероятности, точка роста сломана внутри вот здесь вот. И она вот за эти год и 8 месяцев ни на
сантиметр не выросла. Но зато появилась вот такая вот детка, друзья. Вот она, детка, это новая орхидея, детка. И эта же детка выпустила вот этот вот цветонос. Я сейчас обратно поставлю в этот, как его, в кашпо. В кашпо. Вот такой вот слон. Вот, смотрите, с нарощенными корнями. Вот это уже детка, эта детка успела зацвести. То есть орхидея прожила у нас дома 1 год 8 месяцев, сама по себе ни на сантиметр не выросла, но выпустила деточку, и эта детка расцвела. И, значит, это тоже материнское растение, с нее брали клоны. Это Айхсин Спот Леопард, друзья. У меня есть, значит, фотография, где мы... уже я показывал ровно год назад цветение первых из моей коллекции Айхсин Спот леопардов. Я фотографию вот сюда вставлю. Здесь 2 леопарда, да, один Айхсин Спот леопард желтенький, а второй темный, это просто у нас орхидея леопард. Так вот, посмотрите на желтенький, какой он интересный, роскошный, красивый, но... далеко, друзья, не мама. Далеко не мама. И вот прежде чем покажу вам маму, я сперва покажу орхидею, клон этой мамы. Орхидею, которую клонировали от этой мамаши. И вот такой вот спот-леопардик получился от этой мамаши. У нас уже год назад подобный спот-леопард цвел. У меня их в коллекции 6, друзья. 6 спот-леопардов. Но ни один спот-леопард, который и в прошлом году цвели, которые вот в этом году зацветают, ни один практически не повторяет представленная в оригинале фотографию, под которыми продают эти Айхсин Спот леопарды. Вот сюда я вставлю оригинал материнского растения. То есть заставка, с которой продают вот эти вот Айхсин Спот леопарды. Посмотрите, вот посмотрите на заставку, продаваемую от садовника Сонья. И посмотрите на результат этой орхидеи. То есть это не первое, у меня есть из прошлого года, вы только что смотрели. И еще цвели после этого спот леопард и другие. И ни один не соответствует, ну так сказать, той орхидеи, которую пытается продать садовник. И вот наконец-таки у нас вот, расцвела мамаша, с которой брали клоны. И я вам сейчас покажу эту орхидею. Вот только что я вам ее показывал. И вот посмотрите, как должен практически выглядеть оригинал. Та-дам! Вот, друзья, можете сравнить. Я еще ближе сейчас поставлю, просто у меня здесь мешает. Вот. Сейчас, друзья, сейчас. Так, лучше вот так, потому что... Вот, смотрите, это мамаша. А вот то, что с нее клонировали. Вот скажите, насколько она, эта орхидея, отражает на 100% свою мамашу. Вот они, 2 леопарда. Один оригинал, вот, это мамаша, с которой делали клоны. А вот это вот клон. Вот посмотрите. Как они отличаются, да? А вот сюда еще раз вставлю оригинальную фотографию. Вот сюда вставляю фотографию, по которой можно посмотреть на оригинал, на мамашу, да? То есть наша мамаша, вот эта вот, она практически идентична той фотографии, которую выставляют на заставку при продаже Айхсин Спот леопардов. Но мне, кстати, вот этот тоже нравится. Он тоже своеобразный, интересный. Тоже очень красивый и с такой своеобразный, более такой нежный, изысканный, элегантный. Но вот это более контрастное, сочнее,
более такая вот и пестрая. Смотрите, какая. Это две бабочки. А теперь, друзья, разочарование вам покажу. Первое разочарование года, как бывает. Вот это вот тоже клон. Опа. Это тоже, друзья, клон, но не получившийся. Видите? То есть, к чему я все это дело показываю? То есть, она, во-первых, не бабочка. Вот, видите? Не бабочка. То есть, защипов на лепестках у нее нету. Посмотрите. И насколько она похожа. Вот. Насколько она похожа. Я сейчас просто бутоны боюсь, чтобы не это самое. Не зацепить бутончиками. Вот. Вот, смотрите. Три. Значит, с одной с краю самая темная и пестрая это мамаша. Материнское растение, с которой клонировали вот эти две орхидеи. Один клон более-менее похож, а второй клон, ну, совсем не похож. Видите, друзья? Я это показываю к тому, что не всегда клонированные растения, вот когда говорят, пишут, что да это клон, особенно когда наши российские продавцы продают те или иные орхидеи и с пеной у рта пытаются доказать, точнее не доказать, а продают так неистово и доказывают, что орхидея клонированная, вот фотография оригинала, и она будет цвести вот так, как показано на фотографии, это же клон. Не всегда и далеко не в 100% получается тем, под какой фотографией продают орхидеи. Вот вам, пожалуйста, пример. Что в прошлом году клонированные орхидеи я показывал, что в этом году вот две новеньких расцвели. И ни одна из этих орхидей не повторяет в 100% цветение материнского растения. И это я вам к тому рассказываю, особенно тем людям, которые гоняются за редкими орхидеями и которых уже в продаже нету, но где-то какие-то садовники обещают продать, клонировать, вот как, по примеру, легато, с каких-то там других материнских растений, отсканировать и клонировать новые легато. Будут ли они похожие на 100%, это еще далеко не факт. Вот вам, пожалуйста, вот такой вот яркий пример. Поэтому, если вам кто-то где-то пытается продать задорого клон какой-то редкой, просто изумительно редкой, дорогой орхидеи, ну вот такой может быть результат, далекий от оригинала. В общем, вот такое, друзья, сегодня видео хотел показать, ну и заодно показать вам свое очарование, вот оно, и вот это вот разочарование. Оно чем-то похоже на обычную орхидею, продается, знаете, типа как они там, Fancy Freckles, да, причудливые веснушки, ну или какая там желтая вот с такими крапушками. Вот примерно такая вот. Ничего общего не напоминающая Айхсин Spot Leopard. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Да, на полках начинается красочный, коралловый, океанический цветопредставление такое вот, да, на полках. Все, всем пока.